пудинги, мороженое, бисквиты, пирожные, пироги, желе, кремы. Это сладкое многообразие будоражит умы практически всех жителей планеты, независимо от их социального статуса, вероисповедания и пола. Сегодня кондитеры расширяют границы привычного нам понятия десерт, экспериментируя со всеми десертными продуктами, совершенствуют технику приготовления сладких блюд, используют оригинальный способ подачи и даже применяют необычные научные подходы, чтобы поразить нас новыми удивительными вкусами. Предлагаем вашему вниманию 10 необычных и уникальных десертов, которые можно отведать в разных странах мира. Шоколадная пиньята. Заказывая этот десерт в чикагском ресторане, вы увидите настоящее представление, ведь подача этого десерта столь же красочна, как и само блюдо. Пиньята готовится у вас на глазах, а в качестве блюда для десерта будет использован ваш столик. Сначала повар или официант нарисует узоры вокруг больших шоколадных шаров брусничным сиропом, соусом из мускатной тыквы и выпаренным соусом из сладкого пива. Шары заполнены различными сладкими сюрпризами. Затем шары разбиваются и десерт готов. Каждый раз десерт получается уникальным и неповторимым. Мороженое нитро – блюдо молекулярной кухни, которое подается в манильском ресторане на Филиппинах. Далеко не все рестораны отваживаются применять технологию молекулярной гастрономии. Десерт готовится на глазах у гостей. Свежие сливки в момент замораживаются при помощи жидкого азота. Эту технологию применяют при приготовлении еды для космонавтов. В этом же ресторане можно отведать мороженое со вкусом розы, лаванды, османтуса, а также со вкусом яичницы с беконом. В 1995 году один шотландский гурман решил поджарить батончик Марс в кляре. Идея оказалась необычайно удачной. С тех пор конфеты в кляре готовятся в промышленных масштабах, а ассортимент местных магазинов пополнился новым вариантом шоколадок Snickers, Bounty и Twix. Это лакомство подается в заведениях быстрого питания. Оно достаточно простое и легкое в приготовлении, поэтому его можно сделать и дома. Шоколадные батончики обваливаются в жидком тесте и обжариваются во фритюре. В одном из ресторанов Дублина можно заказать классический английский завтрак из яичницы-глазуньи с колбасой, бекона, кусочка хлеба и тушеной фасоли от шеф-повара Вики Макдональд. Но попробовав блюдо, сразу понятно, что это очень вкусный и оригинально оформленный десерт. Колбаса – это бисквит с арахисовым маслом, фасоль – кусочки печенья в белом шоколаде, залитые фруктовым апельсиново-клубничным пюре, а яичница – это панна-котта с лимонной помадкой. Традиционное британское кушанье для заядлых сладкоежек. Есть люди, которые полагают, что лучше мяса может быть только мясо. Наверное, именно для них турецкий ресторан гостиницы Осконак предлагает на десерт сладкого цыпленка в сгущенке. Мясо цыпленка измельчают, добавляют масло, рис, сахар, молоко, специи и превращают все в пудинг, а перед подачей сверху посыпают корицей и миндалем. Это очень распространенный в Турции десерт, который подавали еще турецким султанам во времена Османской империи. В Тайване находится немало странных заведений. Одно из них – ресторан «Современный туалет». Все блюда так или иначе связаны с туалетной темой, и все заказы подаются в посуде по форме, напоминающей унитаз. Этот ресторан пользуется необыкновенной популярностью у туристов и у местных жителей. Один из десертов называется «зеленая дизентерия» и является обычным мороженым с соусом из киви и других фруктов. Приятного аппетита! Кристалл ветра – классические меренги в обновленном виде. Французский ресторан Пьер Ганьер предлагает своим гостям простое, но изысканное кушанье с романтическим названием «Кристалл ветра». В руках шеф-повара меренги пережили второе рождение. Чтобы сделать белок воздушным, он добавляет в него воду и сахар и делает кристалл из меренг нежных цветов. Естественно, остальные секреты шеф-кондитер не раскрывает. Кстати, первым эту технологию придумал мастер молекулярной кухни Эрве Тис. Попкорн употребляется в пищу уже более 3 тысячелетий. Тем не менее, этому лакомству потребовалось много времени, чтобы стать общепризнанным. Попкорн за $1 миллиард от компании Берка
можно считать данью уважения долгому пути восхождения этой закуски. Литровая упаковка обойдется в $250. В состав попкорна, кроме кукурузы, входят органическая карамель на основе органического сахара, отборное сливочное масло от одного из топовых производителей, редчайшая ваниль, особая очень дорогая соль с датского острова Лессе и хлопья съедобного золота. Если вы будете в Малайзии и Сингапуре, обязательно отведайте очень популярный местный десерт айс качан. В дословном переводе означает «фасоль со льдом». Странное мороженое из красной фасоли, сладкой кукурузы, личи, зеленого желе, сгущенного молока и ледяной стружки. Красная фасоль и ледяная стружка – неизменная основа, а далее начинаются вариации. Лакомство гарнируют разными семечками, кусочками дуриана, желе на основе агара, клубничным сиропом. Если такое мороженое покажется вам все-таки недостаточно странным, то закажите чиндол – десерт с загадочными зелеными червячками, которые являются крахмальной лапшой, покрашенной соком листьев пандануса и пропитанной кокосовым молоком с коричневым сахаром. Десерт «Шоколадный цветок». Талантливый португальский шеф-повар Хоаким де Соус необычайно порадовал и даже шокировал посетителей ресторана «Ипсилон» в городе Лиссабон в Португалии своим вкуснейшим творением, десертом, который расцветает как цветок прямо на глазах. Десерт дня назвали «Волшебный шоколадный цветок». Десерт изначально выглядит как шар, но как только на блюдо добавляют теплый крем, шоколадные лепестки раскрываются. Действие длится всего несколько секунд, но впечатление незабываемое и невероятно красиво. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.